Это игрушка дизель-поезда DR1. А это музейный экспонат дизель-поезда DR1. А это списанный дизель-поезд DR1А. И это рабочий дизель-поезд DR1А. Но, как всегда, фильм не будет о игрушках или о музейных экспонатах, а будет о настоящих дизель-поездах серии DR1. Запуск! В конце 1950-х годов было принято решение о строительстве отечественного дизельного поезда, который должен конкурировать с венгерским дизель-поездом серии D. Изначально МПС предлагал разработку Брянскому заводу, но они отказались из-за отсутствия опыта постройки дизель-поездов. Следующее предложение поступило Егоровскому заводу, но они также отказались из-за отсутствия опыта. Тогда МПС предложил разработку Рижскому вагоностроительному заводу. У них тоже не было опыта постройки дизель-поездов, но завод занимался постройкой электропоездов, и они решили принять задание. Итак, было распоряжение Совета министров СССР от 24 февраля 1960 года. Рижскому вагоностроительному заводу было поручено создать первый отечественный дизель-поезд. Для разработки первого дизель-поезда на РВЗ был создан специальный конструкторский отдел по дизель-поездам, где в лучшие времена работало 100-120 человек. Изначально задумывался проект дизель-поезда с электропередачей на базе всем известной электрички R1. Но так как не пришли к общему решению использовать переменный или постоянный ток, и так как оказалось, что дизель-поезд с электропередачей, во-первых, сложнее построить, а во-вторых, на 50% дороже, чем с гидропередачей, то решили, что лучше построить 150 дизель-поездов с гидропередачей за эти же деньги, чем построить 100 дизель-поездов с электропередачей. Понятно, что в условиях Советского Союза с массовым производством на всю страну лучше строить дешевле, но больше. Так как опыта для разработки отечественного дизель-поезда не было, в пример взяли дизель-поезд завода Канцмаваг D021. Изучив зарубежный опыт, подготовили технический проект 4-вагонного дизель-поезда к 1961 году. Проект рассмотрела комиссия, одобрила, и было принято решение приступить к постройке дизель-поезда. Первый поезд был готов в июне 1963 года, и в июле провели испытательную поездку на линии Оскальни-Эргли. Это был дизель-поезд DR1-01. DR1 – это дизель-поезд рижский, тип 1. Первая поездка с пассажирами состоялась 18 марта 1964 года на участке Рига-Елгова. В течение 1964 года СНИ МПС проводил тяговые эксплуатационные испытания второго дизель-поезда на Прибалтийской железной дороге, показавшие удовлетворительные тяговые и динамические свойства нового вида подвижного состава. По результатам испытаний началось серийное производство дизель-поездов DR1. Кузова вагонов DR1 были выполнены в еврокабарите, как и дизель-поезда D и D1. Похожей была и компоновка поезда. Кабина в моторном вагоне, за ней машинное отделение, служебный тамбур, пассажирский тамбур, салон и снова пассажирский тамбур. Но в отличие от D1, туалеты на DR1 были изначально в прицепных вагонах. Для завода было важно снизить нагрузку на ось, что позволило бы использовать поезда на менее качественных дорогах. Поэтому для поездов DR1 сделали оригинальный, легкий, изящный кузов, выполненный по типу самолетных конструкций. Кузова моторных и прицепных вагонов
цельнонесущие с легкими металлическими каркасами, выполненными из гнутых профилей. Вес кузова моторного вагона составляет всего 11 тонн. Так как у вагона несущий кузов, то для усиления использовали гофрированные металлопрофили, как на электропоезда R1. Причем сварные швы были также элементами прочности кузова. Тогда это было новшеством и прогрессивной технологией. Но на сегодняшний день такая технология уже устарела. Ветераны завода рассказывали свои воспоминания о первом кузове. Когда кузов поставили на испытание, в ходе которого кузов подвергался давлению в 100 тонн со стороны торцов вагона, то есть вагон сжимали, то манометры больше 80 тонн не показали, хотя насосы работали. Значит, несущая конструкция не выдерживала, и вагон деформировался. В результате пришлось переделывать проект и усиливать конструкцию почти в 1,5 раза. Также была проблема с прочностью кузова. Вагон имел длину 25 метров, и по тогдашним нормам на квадратный метр было рассчитано 8 пассажиров, то есть нагрузка от пассажиров была бы около 25 тонн. Боялись, что кузов не выдержит и будет прогибаться. Но, к счастью, этого не произошло. На 8 первых дизель-поездах передняя часть и кабина были круглыми, как на поездах R1. В кабине установили пульт и контроллер такой же, как и на тепловозах серии TE3. Правда, у самого первого поезда был немного другой контроллер, больше похож на контроллер электропоезда. Пульты управления были окрашены бледно-зеленым цветом и достаточно большими, из-за чего в кабине было тесно. О кабине чуть позже. В машинном отделении моторного вагона поезда был установлен дизель М756А, позже М756Б, мощностью 1000 лошадиных сил и гидропередача ГДП-1000, созданная на Калужском машиностроительном заводе по заказу РВЗ. Запуск дизелей осуществлялся пусковыми электростартерами ЭС-1. На дизель-поезде использовали 2 генератора и 2 вида тока и 3 вида напряжения. Для цепей управления и для зарядки аккумуляторов был генератор на 75 вольт, который находился на гидропередаче и от нее уже и приводился. Для освещения салона использовали люминесцентные лампы с напряжением 380 вольт, так как хороших ламп на 110 вольт не было. Для этого был установлен отдельный дизель-генератор, который питал освещение, и через преобразователь, который из 380 вольт переменного тока делал 110 вольт постоянного, все остальные силовые цепи. Дизель-генератор устанавливался в целях экономии места на гидропередачу рядом с дополнительным генератором на 75 вольт. При конструировании поезда решили все силовые агрегаты – дизель, гидропередача, компрессор и генератор поставить на отдельную раму. Это позволяло комплектовать агрегаты еще до постройки кузова и позже устанавливать их одним разом в машинное отделение. Это ускоряло производство поездов. В дизельном помещении также размещались котлы предварительного подогрева и система охлаждения дизеля, расположенная в подкрышевом пространстве машинного отделения. О оборудовании машинного отделения расскажу чуть позже. В салоне были полумягкие сиденья и освещение, как уже сказано, люминесцентное. В моторном вагоне было 80 мест для пассажиров, в прицепном 128. В поезде в целом было 416 мест. Вес моторного вагона 53,5 тонн, прицепного 33,7 тонн. Конструктивная скорость по кузову поезда была 140 км в час, но так как использовали редуктора от дизеля Д100, тепловоза Т3, то их передаточное число позволило развить скорость только 120 км в час. Ширина вагонов у ДР-1 была 3120 мм, то есть немного шире, чем венгерский Д1. Длина поезда была 103 метра, и поезд оборудован электропневматическим тормозом. Аккумуляторы и топливный бак расположили под вагоном ближе к задней тележке.
Конструктор завода вспоминал, что поскольку аккумуляторы были на 75 вольт, то их было немало, и так как они довольно тяжелые, общим весом около 2 тонн, то для лучшего распределения веса топливный бак и аккумуляторы сместили ближе к задней тележке. Каждый вагон имел 2 тележки. Ведущая и поддерживающая тележки моторного вагона аналогичны по конструкции тележкам прицепного вагона, за исключением ведущих колесных пар. У ведущих тележек колесные пары имеют двухступенчатые осевые редукторы. Конические супчатые колеса были взяты от дизеля-тепловоза ТЭ-3, и их устанавливали до последнего дизель-поезда. Диаметр всех колесных пар был 950 мм. По словам конструкторов РВЗ, при создании тележки им дали полную свободу, так сказать, полет фантазии. Была целая куча схем возможных тележек, и из них выбрали необычную тележку с нижней рамой. Обычно у тележек рама была над буксами, и в случае какого-то излома тележка не падала на рельсы. Тут же от этого отказались. У первого дизель-поезда ТР-101 были другие тележки, но в ходе испытаний нашли, что такая тележка не годится, и ее нужно было доработать. По словам заводских конструкторов, новая тележка получилась довольно простая в конструкции и практически статичная. На заводе испытывали многие узлы тележки, и в результате испытаний они нашли, что, цитирую, «все было хорошо». Но если вот тут возникала трещина, тележка быстро ломалась и рама отваливалась. Тогда они добавили сюда дополнительную приварку. У конструкторов были проблемы с подвеской тележки, где также пустили фантазию в полет. Все было хорошо и красиво, но когда кузов сдвигался в сторону, например, на стрелках или в кривых, то обратно он не центровался. Эту проблему решили просто. К кузову приварили эластичный ограничитель, который не давал кузову далеко сдвигаться от центра. На поездах ДР-1 впервые в Советском Союзе были использованы дисковые тормоза. По словам заводских конструкторов, тормоза были самой прогрессивной частью у поездов ТР-1. У каждой колесной пары было 2 диска, и у каждого диска свой тормозной цилиндр. Колодки были из композитного материала и более долговечные, чем чугунные на Р-1, где колодки меняли раз в месяц, а на дизель-поезда раз в полгода. Вначале использовали простые диски без канавки. В Хабаровском институте провели испытания дисковых тормозов и нашли, что они перегревались и не оказывали должного тормозного эффекта. Позже диски усовершенствовали 2 канавками, так сказать, термоканалами, которые позволяли быстрее отдавать тепло в атмосферу. С использованием дисковых тормозов возникла еще одна проблема. Поверхность круга катания не чистилась, как раньше, колодкой, и когда она становилась грязной, то уменьшался эффект торможения и шунтировки. Поезд нередко исчезал с пультов диспетчера. Эту проблему решили с помощью колодок для чистки поверхности колеса, скрепковых колодок. Мы спросили у машинистов-ветеранов Toivo Annusa и Peeter Lehtme и у машиниста Marta Klaasena, чем отличались дисковые тормоза поезда ДР-1 от колодочных на поезда D1. No 0. Jah, ei saa võrrelda. Siin polegi midagi rääkida. No ketaspidur oli tõesti meie jaoks niisugune harjumatu asi, et kui enne olid ungarlased kõik ja ungarlasel see klotsiga pidur, põhimõtteliselt jäi ikka nagu kännu taha pidama, siis TR-il oli probleeme, eriti talvel. Kui oli niisugused väiksed miinuskraadid, et peale pidurdamist kettad olid soojad ja kui juhtus veel mingit niisugust natuke lund sadama, jäi see lumi kohe ketta peale ja ta oli üsna kähku oli jääs jälle. Et kunagi ei osanud arvata, kas sul on siis pidurit või ei ole. Помню со своей практики, когда я был помощником машиниста на поездах ДР-1А, что зимой с тормозами было много проблем. Мы спросили о них у машинистов-ветеранов Toivo Annusa, Peetera Lehtme
Hiiu Tõnu Sarapuu. No ega me ei tea, ega keegi ei rääkinud siis oma neid ebaõnnestumisi või mööda sõitmisi, aga igal juhul perroonidest mööda panekud olid küllaltki palju. Jah. Ja kellel olid juuksed peas enne jaama, need tõusid püsti, kui sa sellega kirjutasid. Kellel ei olnud, sellel seda muret ei olnud. И у меня было одно самое такое страшное случай в зимнее время, когда обслуживали поезд, прямой поезд Таллин-Пärnu-Рига на территории Латвии, когда подъезжаем к станции Стиене, где перегонная скорость была до 60 км в час. Профиль пути так, что приближаемся к станции, перешли такой бугорок, и начинается небольшой спуск, и скорость на спуске без тяги стала расти чуть за 60, начал притормаживать, чтобы держать 60 скорость. И вдруг никакого тормозного эффекта нет. Добавляя тормозные цилиндры давления, потом уже скоро до максимального, сколько вообще туда идет, такое ощущение, что поезд еще скорость набирает больше. Хотя, конечно, если на скоростимер смотреть, скорость держался на там небольшой спуск, ровно 60 держится, и там уже видно предупредительный светофор зеленый, и там уже до самой станции такой спуск не резкий, такой плавный, но маленький спуск. И все это время торможу, и скорость не уменьшается. В одной светофор желтый. Я знаю, что на станции скрещения с другим дизель-поездом нас принимают на главный, другой на боковой. Когда уже проследовали предупредительный светофор, приближаемся к входному светофору, скорость очень медленно убавляется с максимальным тормозным нажатием в тормозных цилиндрах. В голове стучал такой, то есть желание, чтобы этот встречный поезд быстрее прибыл на станцию, потому что мы не уверены, где наш поезд остановится без нашей воли. То есть поезд вел сам себя как хочет. И слава богу, скоро вижу, что встречный поезд уже прибывает на станции, едет на боковой, тогда немножко стало легче, стресс уже чуть-чуть убавился, но не убавился скорость. Все равно приближаемся к платформе уже, тормозной путь к этому времени превышало уже более 2 километров. Подъезжаем к платформе, скорость уже где-то в пределах 15-20 км в час с максимальным тормозным нажатием, и мы не могли остановить поезд в конце платформы, где положено, а проехали примерно на 1,5 вагона платформу. И еще помню, когда дежурная по станции вышла встречать нас, нам уже успели открыть зеленый выходной даже к этому времени. И увидеть, что мы проскакиваем платформу с медленной скоростью, вдруг включает красный свет на фонаре, начинает давать нам сигнал остановки. Но вот это в той ситуации, когда был стресс, неизвестно где уже высоко, вдруг такое комическое, немножко как комедия получилась самый последний конец, когда увидел этого дежурного с этим фонарем. Мы делаем уже сколько, что от нас зависит, и теперь она еще красный нам показывает, что давайте еще старайтесь остановиться. Удалось остановиться. Всего до 1966 года было построено 8 таких составов, у которых было много недостатков. После постройки этих 8 поездов главного конструктора Курдюмова сняли с должности, так как он допустил соединение электрических проводов простым способом скручивания, то есть скруток, в результате чего часто были пожары. По крайней мере, это была официальная причина его отстранения. Все первые 8 поездов Т1 отправили с завода в Ригу в депо Засулаукс.
Опыт от эксплуатации первых DR1 ярко описал начальник депо Засулаукс в 1977 году в своем отчете. Депо пришлось вынести всю тяжесть рождения и становления на ноги этого первого отечественного дизель-поезда серии DR1. Первый поезд был изготовлен Рижским вагоностроительным заводом и поступил в депо на опытную эксплуатацию в 1963 году. Видимо, все из присутствующих знают, что такое первый локомотив, опытный. Но первый дизель-поезд DR1 мало называть первым опытным и даже первым отечественного производства. Дизель-поезд родился на электротехническом заводе, не имеющем никакого опыта с дизельной тягой, и во вновь организованном конструкторском бюро, не только интернациональном в прямом смысле, но и специалистами почти всех военных и гражданских отраслей. Летчиками, танкистами, автомобилистами, и только какая-то 1/5 часть была близка к железнодорожникам. Соответственно, дизель М756 был взят от моряков, котел обогрева, теплообменники от танка, пожарная установка, большинство электрооборудования от самолета. Гидропередача была одна из первых родившихся у нас в Советском Союзе. Дизель-агрегат 3Э16А колхозный. И даже сама основа. Тормоз совершенно новый, дисковый. Колеса цельнокатанные. Тележка совершенно новая, с низким расположением рамы. Первый поезд не смог ни летать, ни плавать, ни ходить. Не был крепкий, как танк. И прожил на железной дороге очень короткую жизнь. 20 тысяч километров. Ненамного лучшими были еще 7 выпущенных поездов. Не было почти ни одного дня без пожара, серьезных поломок и других происшествий. Сейчас вагоны этих поездов переданы в Министерство угольной промышленности и возят угольщиков. Из-за конструктивных недостатков тележек поезда DR101 поезд практически не эксплуатировался. Не считая испытательных поездок, в эксплуатационном графике он совершил чуть более 1,5 десятка рейсов. Хоть DR101 и числился на балансе депо Засулаукс, фактически почти все время находился на территории РВЗ, якобы на доработке. В 1967 году, спустя 5 лет после постройки, DR101 списали и отправили на Днепропетровский металлургический комбинат на порезку. Но его порезали не полностью, так как в 2017 году на территории Крюковского вагоностроительного завода находился один моторный вагон, правда без тележек. По состоянию на 2017 год известно о сохранении еще одного моторного вагона этих дизель-поездов. Это моторный вагон от поезда номер 05, который в частично разукомплектованном и проржавевшем состоянии находится на территории депо Азейского погрузочно-транспортного управления компании «Востсибуголь» в Иркутске. С целью увеличения количества мест для пассажиров в МПС пришла идея о постройке поезда с подвагонным дизелем. В середине 1966 года Рижским вагоностроительным заводом был построен опытный 4-вагонный дизель-поезд DR2 с подвагонным расположением силовых установок и вспомогательного оборудования, что позволило увеличить полезную площадь каждого моторного вагона на 24 места. Совместно с дизайнерами, или как их тогда называли, техническими художниками, создали новую переднюю часть, и облик DR2 отличался от DR1 во многом. В качестве лобовых стекол использовали те же стекла, что и на автобусе ЛАЗ-695, которые поставлялись напрямую с завода ЛАЗи. Под моторным вагоном располагался дизель ТМЗ-201 с мощностью 600 лошадиных сил, постройки Свердловского турбомоторного завода. Гидропередачей была ГДП-600, опять же построена на Калужском заводе по заказу Рижского завода. Конструкция тележек была такой же, как и у поездов DR1, но на прицепных вагонах использовали впервые в СССР пневматическое подвешивание кузова вместо цилиндрических стальных пружин. На моторные вагоны пневматическое подвешивание не смогли поставить из-за слишком большой нагрузки, подушки просто не выдерживали.
В головных частях моторных вагонов установлены автосцепки СА-3, а вагоны поезда соединены между собой автосцепками РВЗ. Ускорение поезда до скорости 25 км в час было 0,3 метров в секунду в квадрате. Конструкционная скорость поезда была 120 км в час. Количество сидящих мест для пассажиров в моторном вагоне 104, в прицепном 124. Всего 456. Дизель-поезд DR2-01 остался в единственном экземпляре по многим причинам. Изначально думали сделать электрическую часть так же, как на DR1, с помощью двух генераторов, но с той разницей, что оба генератора приводились одним дизелем. Но так как дизель не мог держать обороты генераторов постоянными, от этого решения отказались. Тогда конструкторы решили поставить генератор постоянного тока от DR1 в служебный тамбур DR2, но такое решение не могло пойти в эксплуатацию. Второй проблемой был дизель. Он не был еще доработан и, к сожалению, не пошел в серию. Также было мнение ряда специалистов о том, что для более удобной эксплуатации дизеля его лучше располагать в кузове вагона. По словам конструкторов РВЗ, поезд DR2 не пошел в серию еще и потому, что на испытаниях показал себя не особо хорошо. Для подвагонного дизеля рабочая температура была от минус 40 до плюс 40, и это в то время, когда не было ни антифриза, ни другой незамерзающей охлаждающей жидкости. Хоть и систему охлаждения покрыли толстым слоем теплоизоляции, она все равно промерзала. У дизеля и у гидропередачи была низкая надежность, а воздушная подвеска, в общем, сами понимаете. Короче говоря, DR2 не соответствовал требованиям в полной мере. Как сказали конструкторы, DR2 был этакой авантюрой МПС, то есть не учитывая реальные условия с большим риском на провал. Тот единственный построенный DR2 отправили в начале в депо Засулаукс на испытания, откуда в 1971 году его отправили на Октябрьскую железную дорогу, сначала в ОПМС Решетникова, затем в ПМС Псков, где он перевозил рабочие службы пути. В начале 1980-х дизель-поезд DR2-01 был исключен из инвентаря. В 2017 году вагоны 01-3 и 01-4 используются как склады в ОПМС «Березки». Так как DR2 был экспериментальным поездом и результаты его испытаний были такими, какими были, решили продолжить производство поездов DR1. Поскольку первые 8 DR1 были с большими недостатками, конструкторы нашли, что проект поезда надо сильно модернизировать. В результате чего в октябре 1966 года был готов 4-вагонный поезд DR1-09, у которого дизайн передней части был как у DR2, то есть классический вид поезда DR1А. В литературе упоминается новый поезд DR1 как DR1М, но на поездах литера М не встречалась. Так как и этот поезд был рассчитан на эксплуатацию при температуре воздуха от минус 40 до плюс 40, то DR1М09 испытывали в холодной Воркуте, а DR1М022 в жаркой Астрахани. В электрической системе у модернизированного DR1 все было в принципе так же, как и на первых 8 поездах. Единственным техническим отличием было то, что в целях пожаробезопасности генератор поставили по другую сторону дизеля, в результате чего машинное отделение удлинилось и мест для пассажиров стало 68 вместо прежних 80. Также в прицепных вагонах мест стало 124 вместо 128. В общем мест было 384. В кабине также установили измененный, более плоский пульт управления. Параллельно с выпуском поездов DR1 РВЗ получил еще одно задание от МПС. Руководство локомотивной тяги МПС приняло решение о необходимости конструкции и в дальнейшем производства автоматрисы. В результате, по техническим требованиям, разработанным на ВНИЖД, Рижский вагоностроительный завод спроектировал в 1968
и построили в следующем году 2 опытные автоматрисы АР-1 для пассажирских перевозок на линиях с небольшим пассажиропотоком, то есть примерно 400-600 пассажиров в сутки. Поскольку двигателей для мотрисы у завода не было, решили использовать V-образный 4-тактный 8-цилиндровый дизель ЯМС-238 автомобильного типа мощностью 240 лошадиных сил, который установили в маленьком машинном отделении за кабиной. Но из-за малой мощности решили установить 2 двигателя. В итоге маленькая автоматриса имела 2 машинных отделения. Для передачи использовали гидромеханическую передачу ГМП-240, опять же созданную на Калужском заводе по заказу РВЗ. В результате мотриса была симметричной. В середине был тамбур, по обе стороны от него был салон, потом машинное отделение и кабина машиниста. В августе-сентябре 1969 года автоматрисы проходили обкатку под наблюдением работников РВЗ на участке Daugavpils-Krustpils. Пробег каждой автоматрисы на этом участке составил около 5000 километров, то есть около 30 раз туда и обратно. Кузова и тележки были унифицированы с соответствующими узлами дизель-поезда серии DR1. Длина мотрисы была 26,4 метров, конструкционная скорость 100 км в час и количество мест для сидения 90. Вес автоматрисы в рабочем состоянии составил 59 тонн, но по техническим условиям этот вес должен был быть в пределах с 49 до 51 тонны. В мае 1970 года автоматрисы были переданы на Львовскую железную дорогу в депо Тернополь для перевозки пассажиров. Там проводились опытные поездки с хронометражом режимов работы. Результаты этих испытаний рассматривались в 1971 году, и было принято решение возвратить автоматрисы на завод для устранения выявленных недостатков. Требовалось повысить надежность работы гидропередач, улучшить доступ к ним при обслуживании и ремонте, а также повысить требования пожаробезопасности. Однако, вместо этого автоматрисы были направлены на Октябрьскую железную дорогу для перевозки рабочих ПМС в Решетниково и Рябово. В пассажирском движении эти автоматрисы больше не задействовали. Со слов конструкторов РВЗ, как DR2, так и АР-1 были больше авантюрой МПС. Матриса не пошла в серию, так как в результате испытаний она не соответствовала заложенным конструкционным характеристикам, не хватало мощности, надежности. Также повлиял и тот фактор, что предприятия промышленности не могли обеспечить в полной мере нужными комплектующими. В общем, мотриса, так же как и дизель-поезд DR2, не соответствовала расчетным требованиям в полном объеме, да и вообще-то особой нужды для нее и не было. Повсеместно требовалось перевозить большое количество пассажиров. Обе матрицы АР-1 списали в 1990 году в ОПМС Решетниково и порезали на металлолом. Но вернемся к дизель-поезду DR1. Так как для многих участков, на которых должны были эксплуатироваться дизель-поезда DR1, составность из 4 вагонов была недостаточна, то в 1968 году РВЗ выпустил один 6-вагонный состав с номером 021. В серию 6-вагонные поезда пошли начиная с номера 024, а для ранее выпущенных 4-вагонных дизель-поездов завод изготовлял прицепные вагоны для дополнения их составности до 6-вагонных. В таком исполнении количество сидячих мест выросло с 416 до 672. Длина 6-вагонного состава 153,6 метра. Поезда DR1М производили вначале с перерывами в пару месяцев, и уже в начале производства стали вносить некоторые изменения. Начиная с состава DR1-014, буферные фонари были установлены в прямоугольные короба. Также пропало остекление вокруг прожектора и верхних буферных фонарей. Также убрали вторую дверь в машинное отделение, которая была за спиной машиниста. По словам самих машинистов, из-за 2 дверей шум был в кабине невыносимый.
Из номера 023 изменили пологий переход проема автоматических дверей к кузову в нижней части на более резкий, прямоугольный. Таким образом, дизель-поезда обрели привычный на сегодняшний день вид. Поезда ДР-1 отправляли с завода на Прибалтийскую железную дорогу в депо Засулавкс, также на Белорусскую железную дорогу и на Южную дорогу в Украине. Последние рабочие поезда ДР-1 в России были номера 011, 017, 022 и 032. Последним рабочим поездом серии ДР-1 в Украине был двухвагонный состав с одним моторным вагоном от поезда 014 и второй от 016, и находился он в ПМС Жмеринка. Обновленные ДР-1 строились с октября 1966 до мая 1970 года с номерами от 09 до 029 и от 031 до 053. Всего с учетом 8 поездов первого образца было построено 52 состава ДР-1. Один моторный вагон последнего поезда ДР-1 с номером 053 сохранился в железнодорожном музее Барановичи. На поезде ДР-1 030 в 1969 году не ставились вспомогательные дизели, а генераторы приводились основным дизелем. Начиная с номера 054, завод перешел на серийное производство таких же поездов, как был номер 030, и они получили название ДР-1П, то есть приводной. Для освещения салона там использовали лампы накала, и потому потребность в генераторе переменного тока отпала, и дополнительный дизель-генератор не устанавливали. Вместо него поставили стартер-генератор STG-7, который обеспечивал электроснабжение постоянным током в 110 вольт. Но так как стартер-генератор STG-7 тогда работал только в генераторном режиме, пуск дизелей осуществлялся еще пусковыми электростартерами ES-1. Также оставили генератор на 75 вольт для питания цепей управления. По словам конструкторов Рижского завода, с использованием STG было много проблем. Во-первых, стартер-генератор не мог работать в таком же диапазоне оборотов, как обороты дизеля, от 850 до 1500 оборотов в минуту, но во избежание проблем с редукторами и прочими дополнительными узлами, что усложнило бы и так непростую конструкцию, STG установили с приводом напрямую от колен вала дизеля через карданный вал. Но это значило, что холостые обороты дизеля 850 оборотов в минуту, а генератор работал нормально, то есть выдавал заданные параметры, начиная от 1050 оборотов в минуту. Для решения проблемы РВЗ заказал у завода-изготовителя сделать генератор с минимальными рабочими оборотами 850 оборотов в минуту. В итоге получился генератор с мощностью 41 кВт, что не позволило использовать дополнительные системы, как, например, кондиционер или оборудование для бар-вагона. В 1971 году Рижским заводом был изготовлен первый прицепной вагон с кабиной машиниста, оборудованной необходимыми для управления поездом приборами для эксплуатации дизель-поезда с одним моторным вагоном. Два таких главных вагона были включены в состав дизель-поезда ТР-1П-065, то есть этот поезд был 6-вагонным, но состоял из двух трехвагонных поездов. Оба этих поезда вмещали 306 пассажиров. В том же 1971 году завод подал ходатайство на получение знака качества. Документы на сертификацию подготовили в августе 1971 года. Акт о присвоении знака качества получен в декабре того же года, так что с января 1972 года все ДР-1П выпускались со знаком качества. В 1973 году завод выпустил еще 6 шестивагонных поездов с двумя промежуточными вагонами с кабиной управления. То есть завод выпустил 12 трехвагонных поездов, которые получили номера 400 по 405. Поезда 400 до 404 получили обозначение ДР-1П, а на дизель-поезде 405 были изменены электросхемы, и этот поезд получил обозначение ДР-1А. Но о ДР-1А чуть позже.
трехвагонные поезда, изготовили для того, чтобы в зимний период, когда пассажиропоток уменьшался, эксплуатировать состав из 3 вагонов, используя при этом только один моторный вагон. Но по поводу такого использования 3 вагонных составов МПС имел свою точку зрения. Там высказали мнение, что сцепка и расцепка составов в депо увеличит объем работы и рекомендовали построить 6-вагонные составы. Но почему эти составы были под номерами 400? По словам конструкторов, они рассчитывали на производство 12 дизель-поездов в год. И так как помимо дизель-поездов предприятие выпускало и другие виды подвижного состава, то заняли нумерацию из будущего выпуска. Поезда DR1P выпускались серийно с 1970 по 1976 год под номерами 054 до 122. И также неочередные 400 по 404. Поезда строились от 1 до 3 в месяц, но не каждый месяц. Если считать каждый 3-вагонный состав за один самостоятельный поезд, то всего было выпущено 76 поездов DR1P. Первый DR1P поступил в Ригу в депо Засулаукс. В дальнейшем DR1P направлялись в депо Орша, Барановичи, Брест, Коростень, Полтава и Белгород, а DR1P 121 поступил на работу на Красноярскую железную дорогу на подъездные пути Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Последние графиковые DR1P работали в Беларуси в депо Барановичи, и последний поезд был под номером 104. Этот поезд сняли с эксплуатации и списали в апреле 2017 года. Но параллельно с поездами DR1P завод подготовил 2 новых проекта – дизель-поезд DR3 и DR4. В 1968-69 году РВЗ разработал эскизный проект дизель-поезда DR3, который был рассчитан на маршруты от 300 до 500 км с мягкими сиденьями и с максимальной скоростью до 140 км в час. Но так как этот поезд остался только на бумаге, ему не стали присваивать заводской индекс. Проектный DR4 был разработан в 70-е и должен был быть 3-вагонным, как поезда с номерами 400, с пневмоподвешиванием и для работы на длинной дистанции до 500 км. Но, как и DR3, и он также остался только проектом. Поскольку поезда DR3 и DR4 остались только в качестве проекта, продолжаем с более известной серией поезда DR1 с DR1A. Как уже сказано, в 1973 году построили 400-е 3-вагонные поезда, и последние из них, поезда с номерами 405, немного отличались от других. На них не устанавливали дополнительные генераторы 75 вольт на коробке передач, и все электрические цепи были рассчитаны на 110 вольт. Также не было отдельных электростартеров, и стартер-генератор STG-7 стали использоваться по назначению в качестве стартера. В 1976 году нашли, что такое решение было пригодно, и начали серийный выпуск поездов DR1A. В результате в марте 1976 года построили первый 6-вагонный дизель-поезд DR1A с номером 123. И так как поезда DR1A из всех упомянутых еще в ходу, то рассмотрим ее поближе. Начнем осмотр поезда из кабины управления, которая расположена в передней части головного вагона. Лобовые окна, например, с автобуса Лайз, а боковые из оргстекла, которые на большой скорости создают довольно много шума. Для машиниста и его помощника установлены мягкие поворотные кресла с регулируемыми спинками. Причем в оригинале на боковой стенке кабины со стороны помощника было дополнительное откидное сиденье. Справа от машиниста находится ЭПК-150, радиостанция, кран машиниста и скоростимер. У поездов DR1A немного иной пульт управления по сравнению с DR1P. У самого первого DR1A с номером 405 пульт был еще недоработанный, но с номера 123 был уже классический пульт DR1A.
на пульте расположены аппараты управления, контрольно-измерительные приборы и сигнальные лампы. Выше находятся сигнальные лампочки неисправностей и манометры. Для свистка и тифона у машиниста и у помощника расположена педаль на полу. Нажав немного, будет свисток. Нажав сильнее, тифон. Также под пультом педаль бдительности, которую машинист при езде должен держать нажатой, и при проверке бдительности ее отпускать. Рядом с пультом отдельная панель с тумблерами включения буферных фонарей и оборудования пассажирского салона. Перед ними расположен контроллер машиниста. Также в кабине микрофон для оповещения пассажиров. Работа дизеля управлялась контроллером машиниста, который вначале был такой же, как на тепловозах ТЭ-3, с нулевой и с 16 рабочими позициями. Часто шутили, что позиции от 0 до 7 управлялись машинистом, а позиции с 8 до 16 для помощника. Позже с поезда номер 193 поменяли контроллер на новый, с колесом управления, который был удобнее для машиниста. А как выглядела бы поездка на линии из кабины машиниста? Мы спросили у машинистов ТП Tallinn-Väike Marta Klaasena и Tõnu Sarapuu, как было работать на поезда DR1A. No ütleme niimoodi, et abi seisukohalt algus nii väga mugav ei olnud, kui nad tulid, et mis oli nagu kõige suurem asi, et õlilekkeid oli palju abi seisukohast. Et noh, kui ungarlasel oli nii, et noh, oma sõidu jooksul teed tsükli ära ja siis jäi kabiin pühkida, diisliruum, õlifiltri alt lapiga üle ja õlipumba või küttepumba all oli vann, et need tehtud ja põhimõtteliselt võis koju jalatada. No aknad ka puhastada, jah. Aga DR-il oli siis ikkagi oli tööd, oli hulka rohkem, et noh, uus masin ja seda tuli korras käsis hoida. Et kui minu väga hea vedurijuht Toivo Annus, esimese klassi vedurijuht, auraudteelane, käis motrivõti käes, siis ma pidin nagu kaltsuga ka ikka tasemel olema seal. Когда начали переходить со старых венгерских дизель-поездов D1 на рижские DR1A, конечно, сперва было интересно, потому что венгерские были уже как физически уже устарелые, но зато на них работали нормально, без особых каких-то проблем. Технические проблемы, конечно, стали уже, поскольку они были настолько старые. Ну, все ждали с интересом, когда будет первая поездка на новом поезде DR1A. Ну, наступило и нам это время. Перед этим, конечно, проходили, соответственно, какие-то занятия, учебы, где что включать, как запускать, как включить. И, конечно, первое впечатление уже с времен этих учеб было такое, что
огромнейший шум в кабине управления, которого на венгерских вообще не было. Шум машиниста с помощником разговаривать было очень тяжело, с повышенным голосом только. Не говоря о дизельном помещении, где вообще разговаривать невозможно было, очень шумно. На старых предыдущих венгерских двигатель был закрыт под капотом, тут все двигатель открыт. И эти стены дизельного помещения, как еще создают эхо такое, что увеличили еще шум от этих двигателей. Ну, выучили некоторые манипуляции, которые надо выполнять перед запуском, после запуска. И этим все ограничивались. Но уже достаточно во время этих занятий было так, что, как сказать, мы получили травмы, потому что где только не коснешься, везде себе царапаешь, кровь течет, где-то ударил голову в дизельном помещении, острые углы, которые как бы не должны быть на таком уровне или таких местах, или когда обделано так, чтобы, если даже человек ударится, чтобы там кровь не пошла с головы. И также в кабине управления, когда куда только не касался, везде можно было себя повредить. Это было очень такое, вызывало на такую осторожность. Ну и первые поездки, конечно, были довольно большая разница со старыми венгерскими, потому что такое ощущение, что находишься как будто в огромной ванне. Эта кабина такая круглая ванна из стекла. Ощущение такое, что находишься как будто выше какой-то меры. Может, это и было немножко выше от поверхности Земли, чем на старых поездах. И очень непривычно было, неожиданно такое, что во время движения вагоны качаются с бок на бок, как в качелях. И эти кресла машиниста, не крепленные ни к чему, а просто на круглой тарелке на полу, на стрелках, например, они запросто могли опрокинуться. Ну, это все учило к тому, что надо всегда быть ко всему, как сказать, готовым к каким-то неожиданностям. Потом привыкли, конечно, со временем. А были ли какие-то пожары и возгорания? Meil ükskord oli küll jah, juhus oli Kiisal oli veel. Noh, need uksed olid ka sellised, et eriti ta ei pidanud, siis lipp oli või mingi kaigas oli siin ukse taga, et see müra pisutki väiksem oleks. Ja Kiisal korraga käib hirmus kloppimine, käib ukse taga. Ma siis rahulikult, et kõik pidur on peal ja uksed on lahti ja lähen ja teen siis ukse lahti ja mis ma näen, vagunisaatja vaeseke, kuidas ta läbi leekide oli tulnud, ma ei tea. Aga vagunisaatja selja taga olid täiesti leekidest diisliruum, et siis hakkasime kustutada. Muidugi seda lahti ei pidanud lastma, seda suurt süsteemi, et sai leegid maha. See oli täpselt, oli ühest avaitorust oli läinud jällegi põlema. А были ли какие-то типичные неисправности? Ma leian, et meil probleem oli selles, et see hooldus ei olnud nagu päris tasemel, et muidugi uus asi ja pärast siis sai ju need vead nagu läbi ammustatud, et alguses, mis siin läksid, kompressori teise astme lõdvikud läksid, kas siis leiti parem materjal või mis iganes, see viga kadus ära pärast. Siis olid votitorud, mis olid vasktorud alguses seal. Et vibratsiooniga need läksid katki, pärast tehti, siis olid kummilõdvikud seal hoopis vahel, enam vibratsioon ei mänginud niisugust rolli, et need asjad said nagu järjest paremaks. Muidugi mis siin oli veel, STG kardaanid, et kippusid vahel ära lendama. Elektri osa pealt, et pidi jälgima peale käivitamist, et kontaktor sisse ei jääks, käivituskontaktor, et see oli nagu ohtlik, vahel kippus pinget üles viskama. Aga ega neid asju nagu nii väga palju ei olnud, et kui sa jälgima pidid lihtsalt.
mis siis oli veel, diisli all oli türiit, noh, see kippus puruks minema. No see oli ka jälle niisugune koht, kui ikka õli maha jookseb, siis sul ei ole midagi teha, siis on põhimõtteliselt diisel seisab. Очень часто происходили разные отказы в электрических цепях. Эти, которые частенько такие непредсказуемые, неожидаемые такие отказы. Ну, конечно, со временем опыта все получали, и вдвоем с помощью машиниста эти неисправности в основном пути все-таки устраняли. То, что какие-то недостатки конструкционные, этих довольно много. В какое-то время был период, когда сильно стали изнашиваться автосцепки и происходили друг за другом саморассепы поездов во время движения с пассажирами. У меня лично было случай один раз такое, но это у нас произошло довольно удачно, так что в середине состава шестивагонной нет, не в середине, а моторный вагон, да, отцепился от прицепного первого. Но отцепились так, что тормоза этого моторного вагона среагировали как-то быстрее, чем эти остальные 5 вагонов, и также произошел там же сразу сцепление, то есть эти 5 вагонов сзади влетели снова к моторному вагону, и произошла прицепка снова. Но эти рукава, конечно, рассоединились, и межвагонные эти соединения жёгся, оборвались все. Естественно, остановились, посмотрели, что можно делать, и с опозданием минут 15-20 потом продолжали путь. Но были случаи с саморассепами более серьезные, когда моторный вагон отцеплялся, например, и он прокатился чуть ли не без тормозов несколько километров, пока остановился. 5 вагонов остались где-то в одном месте, а моторный продолжал движение. И машинист ничего не может там делать, чтобы его остановить. Причиной потом, как выяснилось, почему такое произошло, почему не сработал моторного вагона, сработали автотормоза, это что обратный клапан, такая конструкция в тормозной системе, на которого не знали раньше как-то обращать внимание, это обратный клапан просто не сработал тогда, когда надо было, и поэтому тормозного эффекта у этого моторного вагона практически не было, только инерция и профиль путей, убавился инерция движения и профиль путей, когда уже вагон наконец-то остановился, и его наконец-то уже последнего с тормозными башмаками ловили этот моторный вагон, где находились еще и пассажиры в вагоне. А может, у машинистов ТПО Tallinna Väike, у Marta Klaasina и Tõnu Sõrapuu есть какие-то интересные воспоминания с работой на поезда T1A? Ükskord tuleb meelde jälle, see oli vist jõululaupäev. Rootsuga sõitsime Haapsalu otsa peal ja siis oli ka ühes otsas tõesti Riisiperes panime käima ja läks õlitüriit sealt alt puruks. No, õli jookseb maha ja mitte kuhugi ei saa. Aga siis oli teisel otsal oli jälle niisugune viga, et ei teinud reversit muidu, kui jätad masina seisma. Aga lisaks sellele olid tal ka akud nõrgad seal. Niimoodi, et see oli nagu mitu ühes oli seal, aga me saime selle otsa ikkagi sõidetud. No, ei olnud häda. Ну, поступил нам дизель-поезд номер 274 T1A, совершенно новый, и у него в конструкции были измененные двери кабины управления и служебного помещения в дизельное. Они были очень массивные, толстые, металлические двери. Ну, когда мы увидели этот поезд, нам новым пришел, это еще сразу получили название бронированные двери, как будто они очень массивные, тяжелые, ну, шум через них проходил из дизельного в кабину, как через бумагу, можно сказать. Очень шумно было в этих кабинах на этой машине. И мы с помощью машиниста однажды в поездке, где было время,
заметили, что в служебном помещении рядом с дизельным гораздо тише, чем в кабине управления. Значит, вопрос двери. Надо было двери поменять. Поменяем эти двери местами. Из кабины туда в служебку, а с служебки дверь ставим в кабину. С большим трудом, жаркая погода еще была, и в дизельном жарко, откручивали эти шурупы, петли дверей отсоединили, и в результате узнали, что настолько тяжелая эта дверь, что вдвоем мы оба были все-таки, сила была, но мы еле-еле эту дверь, когда нам удалось его снимать, тащили из кабины в сторону служебного помещения, чтобы там установить, а служебного дверь обратно в кабину. Ну и когда стали уже устанавливать в первую очередь обратно дверь в кабину, которую мы сняли из служебного помещения, выяснилось, что они совершенно не подходят. Ни петли не подходят, и даже отверстие двери кое-где не совпадает в том, что там. Вроде бы смотришь, двери одинаковые, а оказывается, это как будто ручная работа, индивидуально строенная, как какой-то плотник дома, потому что они не идентные. И наша это все забота в трубу летела. Нам скоро пришлось уже и отправиться. Короткая поездка была, маленький рейс Айгвитутапа, когда пришлось нам тогда ехать несколько перегонов без двери из дизельного в кабину, поскольку мы просто его не успели обратно установить, то, которое мы уже сняли и тащили туда, в служебное помещение, чтобы его там установить. Вот наш результат. И также пришлось потом продолжать работу в этой шумной кабине. В перегородке между кабиной машиниста и машинным отделением, в отличие от другого подвижного состава, есть окошко, через которое машинист может посмотреть, где и что горит. Так как сейчас там пожара нет, можем спокойно пройти дальше в машинное отделение. Моторный вагон поездов DR1, DR1P и DR1A оснащен 12-цилиндровым четырехтактным V-образным турбированным дизелем М756Б, построенным на ленинградском заводе «Звезда». Холостые обороты которого 850 оборотов в минуту, максимальные 1500 оборотов в минуту. Дизеля М756 были запущены в производство в 1938 году и устанавливались на торпедные катера. Поскольку дизель был взаимствован с катера, то дизель был оборотистый и рассчитан на работу на высоких оборотах. Но на поезде дизель часто работает на холостых, из-за чего несгоревшие остатки топлива и масла накапливались в выпускную систему дизеля. Для того, чтобы избавляться от этих остатков и избежать возникновения пожара, установили отдельную трубку дренажа, которая выводилась под машинное отделение, откуда эти несгоревшие остатки стекали. Потому поезда часто дымили и снизу, и даже бывали случаи возгорания, как нам рассказал Март Классен. У дизель-поездов DR1 было такое приспособление – рычаг прокрутки коленвала дизеля, с помощью которого помощник машиниста должен был прокручивать коленвал, если время простоя дизеля было больше, чем 5 часов. Прокручивать. Прокручивать. Погоди. Прокручивать нужно было не менее одного полного оборота для того, чтобы выгнать из цилиндров туда проникшую воду и другие неуместные жидкости. Со слов конструкторов РВЗ, они выбрали дизель М756 мощностью 1000 лошадиных сил, так как в то время и вплоть до развала Советского Союза
Не было другого дизеля, подходящего для дизель-поезда именно из-за веса и габаритов. Был, конечно, и другой вариант – дизель М753 с механическим турбокомпрессором, который использовался на маневровых тепловозах, но М756 был мощнее, экономичнее и более рационален. Именно достаточная мощность позволила заводу сделать 6-вагонный поезд. Также блок дизеля и головки цилиндров сделаны из силумина, и потому вес дизеля легкий, весит чуть меньше 2 тонн. Так как дизель был сделан изначально для катеров, в целях безопасности было важно, чтобы во время работы масло не попадало туда, куда не надо. По этой причине сделали сухой картер, то есть запас масла не находится в картере дизеля, а подается в него из отдельного масляного бака и туда же возвращается. Это создало много проблем конструкторам РВЗ, потому что нужно было установить 2 масляных насоса, отдельный бак, трубопроводы, краны. Это была нелегкая задача. Масло не должно было находиться в картере, так как из-за повышенного давления масла в момент запуска дюриты и эластичные соединения масляных трубопроводов могли лопнуть. Причем это выяснилось только во время эксплуатации. Поэтому и нужно было после остановки дизеля повозиться с кранами. Включить маслооткачивающий насос и откачать масло в расходный бак. И все ручную, так как автоматики тогда особо не было. На первых дизелях был ограниченный моторесурс, по истечении которого ремонт дизеля уже не целесообразен. Так как дизель был не ремонтопригодный и недорогой, то после отработки моторесурса его утилизировали и устанавливали новый. Позже дизель доработали, и производить капремонт дизеля стало возможно и выгодно. Его не надо было утилизировать после отработанных моточасов. В качестве передачи использовали двухступенчатую гидропередачу ГДП-1000, созданную на Калужском заводе специально по заказу РВЗ. Она, кстати, была одна из первых гидропередач в Советском Союзе. Поскольку для поездов было требование не превышать нагрузку на ось более чем 20 тонн, то нужно было часто вести переговоры с Калугой, чтобы держали массу в нужном пределе. В результате получилась гидропередача с массой почти 3 тонны. В общем, неплохая получилась гидропередача, несмотря, что у некоторых машинистов были проблемы при реверсировании, то есть при изменении направления движения. Компрессор был у поезда одноцилиндровый, но двухступенчатый, и он был взят с экскаватора и был малой производительностью. Для того, чтобы накачать магистраль и резервуары 6-вагонного поезда до 8 атмосфер, нужно было 15 минут. Компрессор был соединен ремнем со шкивом коленвала дизеля через гидропередачу и потому работал постоянно. Когда пополнение воздушной системы поезда не требовалось, он просто качал его в атмосферу. На всех дизель-поездах ДР-1 был также установлен котел-подогреватель. По словам конструкторов РВЗ, он был взят с кузовой машины и не был особо хорош. Они не были надежными и были с малой производительностью. Но несмотря на это, их ставили по 2 котла на моторный вагон. Так как у них была плохая тяга, то дым, а часто и пламя огня попадали в машинное отделение, и они были пожароопасными. Увы, из-за недостатков, особенно из-за малой производительности, их не использовали. Опыт работы с этими котлами вспоминает тогдашний машинист депо Tallinnväike Tõnu Sarapuu и работающий машинист Mart Klaasen. Однажды была техучеба в депо, на котором я сам не присутствовал, но другие коллеги говорили, когда, кроме других там занятий, проводили занятия, как пользоваться
этими котлами предварительного прогрева дизеля. Они находились тут над генератором. Здесь два таких, помню, зрительно такие черные трубы, как бы, своей конструкции. И те, которые участвовали на этой учебе, потом смеялись о том, что учебу быстро прекратили, поскольку это стало настолько опасно, то есть дизельное помещение чуть ли не загорелось, чуть ли не возник пожар. Поэтому этими котлами обогрева практически не пользовались. Я лично ни одного раза их не включал в своей работе, поскольку они опасны. И от инструктора была тоже рекомендация, что этих желательно не включать, потому что они просто были настолько пожаroopasные. Ühe korra olen pannud seda tööle. Mitte enda vedurijuhiga, ta pidas seda mõttetuks, mis oli ka õige, sest tegelikult ega me seda temperatuuri ju alla 40 ei lasknudki. Aga üks vedurijuht, kes oma teadmisi näitas ja sellega koos ükskord Raplas panime need katlad tööle. Ja töötas ka. Ühe korra me proovisime veel, meil oli niimoodi, et Haapsalust tulime jälle millegipärast ühe otsaga ja külm oli kabiinis juba. Ja siis tuli nagu hea mõte, et proovime need katlad ka tööle panna seal. Aga ega neid keegi kasutanud ja mis seisus ja tõepoolest sõidus seal, kui juht läks seda katelt nagu tööle panema, siis ma vaatasin sellest aknast sinna diisliruumi poole, siis oli ka üks kuju vehkles seal leekides, et tal ei õnnestunud see kuidagi, et kas kütet jooksis liiga palju peale ja siis kui sai selle süütemomendi ka, et siis oli väike õnnetus. No muidugi neid süsteeme ei kasutatud ja kui siis korra nagu tõesti proovid, et siis ongi õnnetus kerge tulema, et lisaks sellele, et ühe otsaga sõitsime, siis pidi ka natuke kustutama. Et seda jah, neid katlaid me ei kasutanud. Водяная система охлаждения также охлаждала масло дизеля и масло ГДП. Тепло от масла передавалось в воде через теплообменники, которые применялись на грузовом автотранспорте. Для охлаждения воды дизеля в машинном помещении было 3 радиатора, применяемых на танке. Они располагались под крышей. Особенным было новое расположение вентилятора охлаждения. Если на тепловозах он обычно был за радиаторами, то есть всасывал воздух через радиаторы, то на DR1 было наоборот. Воздух поступал на радиаторы после вентилятора. Такое решение повысило эффективность охлаждения. Вентилятор имел гидростатический привод. До поезда номер 186 управление системой охлаждения было ручное, что означало, что помощник поворачивал винт управления, которым менял объем поступаемого масла на двигатель вентилятора, меняя этим его обороты по мере надобности в охлаждении. С номера 187 установили автоматику. Но нужно было помнить, что нельзя было резко открывать краны воздуха при запуске системы охлаждения, если температура была высокой. Это приводило к резкому скачку давления, сварочные швы лопались, и все машинное отделение было в масле. В машинном отделении применено впервые на подвижном составе система пожаротушения с дистанционным управлением, взятая с самолетов. Как ранее сказано, на всех дизель-поездах DR1А цепи управления и освещения питаются постоянным током в 110 вольт, получаемый от стартер-генератора при работающем дизеле, а при неработающем от аккумуляторных батарей. В электросхеме на всех поездах использовали масло-бензостойкое оплетение проводов, которое использовали до этого на самолетах и которое выдерживало нагрев до 90 градусов. Проходя дальше по машинному отделению, мы попадаем в служебный тамбур. Потом в тамбур для пассажиров с автоматическими дверьми
и потом уже в пассажирский салон. Так как поезд был больше рассчитан на второстепенные линии, то вагоны имели выходы на низкие платформы. Для высадки и посадки пассажиров на высокие платформы предусматривалась переходная площадка в уровень платформы. Но ради экономии металла и трудозатрат ее устанавливали только в первые тамбуры моторных вагонов. В пассажирских помещениях размещены двухсторонние полумягкие диваны. С одной стороны от центрального прохода 6-местные, а с другой 4-местные. Такие же, как и на венгерских D1, только мягкие. Как уже сказано, для освещения салона в поезде D1 использовали люминесцентные лампы, а на D1P и D1A лампы накаливания. В 6-вагонном D1P и A было 632 места для пассажиров. До поезда под номером 145 туалеты располагались в прицепных вагонах, а с номера 146 их расположили только в моторных вагонах за счет уменьшения служебного помещения. В связи с этим количество мест в прицепном вагоне увеличилось со 124 до 128, и общее количество мест в поезде до 648. Со стороны кабины машиниста на моторных вагонах установлены автосцепки ЕСА-3 без фрикционного аппарата. Все остальные автосцепки поезда выполнены с этими аппаратами. Отопление вагонов поезда осуществляется воздухом, подогретым за счет использования тепловоды, охлаждающей дизель. Вентилятор, который нагнетал подогретый воздух в салон, находился под потолком тамбура, возле служебного тамбура и туалета. Хоть воздух и брали с улицы, но рядом с туалетом, то часто при отоплении в вагоне был, скажем так, туалетный аромат. Также если пассажиры курили в туалете, то в вагоне пахло дымом. Вместе со всем этим в вагон попадали также выхлопные газы дизеля. Например, в 2005 году был случай, где при отоплении вентиляцией в вагон попало много выхлопов и пассажиров приводили в сознание с помощью нажатырного спирта. В отличие от венгерских D и D1, где было 3 канала вентиляции, средний для нагнетания воздуха в салон и 2 крайних для выхода, то на D1 был один большой канал только для нагнетания воздуха. Отвода воздуха не было. Воздух удалялся из салона через жалюзи, в автоматических дверях и через открытые двери при входе и выходе пассажиров. В реальности он выходили через оконные рамы и другие неплотности. Конструктора тоже говорили, что на тот момент просто не было герметичных стеклопакетов. В летнее время, когда вместо отопления вагонов нужна была вентиляция, над тамбурами были предусмотрены дополнительные вентиляторы, которые нагоняли воздух с улицы в салон. В моторном вагоне был один, а в прицепном вагоне 2 вентилятора. Опыт их использования расскажет нам Tõnu Sarapuu. Была жаркая погода, летнее время, в вагонах очень жарко, как и на улице. Пассажиры открывали окна, чтобы воздух был в вагоне, когда поезд ехал. А, естественно, оттуда такой шум, грохот в салоне, разговаривать между собой невозможно. Мы приехали на станцию Pärnu, где у нас длительная стоянка, и поскольку знали, что у этих поездов D1A такая система принудительной вентиляции, что сделаем пассажирам комфорт, чтобы было удобно обратно с Pärnu в Tallinn ехать. Включаем эту вентиляцию. Естественно, надо было сперва испытывать, как она работает, поскольку не слышал, что кто-нибудь до этого этим пользовался. Хотя техническая возможность была. Соответственно, переключали тумблера в соответствующее положение. В электрошкафах, в тамбурах включили автоматы, которые были постоянно выключены. Ну, запустили дизеля и решили включить. Посмотрим, что будет, как сработает или нет. И, как ни странно, все стало работать. Но с этой работой сопровождался
сопровождалась огромная вибрация каждого вагона, даже прицепные вагоны, которые так спокойно стоят. Во время стоянки поезда вагоны дрожали. Прямо вибрация была и очень сильная, и шум, грохот в вагонах. И кроме того, еще, поскольку этой системой никогда не пользовались, все вентиляционные каналы над потолками, и где они все находятся, были забиты всякой пыли. И такой темный, черный пыль разлетел по всем вагонам, по всему составу. Ну, естественно, огорчились, что не можем пассажирам предлагать комфорт, потому что хотели лучшего, а получилось так, что этой системой практически пользоваться невозможно. От этих мощных электродвигателей, которые гоняют вентилятор над потолком тамбура, такой сильный шум и вибрация была, что это еще хуже, чем шум, когда окна открыты во время движения поезда. Если эти все два плюсовать во время движения, это было вообще нетерпимо. Ну и, естественно, нам пришлось остальное время, когда это все вырубили, выключили, начинать чистить все вагоны, все сиденья, все 6 вагонов, чтобы потом пассажиры могли бы где-то сесть, потому что пыли было настолько много, сел на все сиденья, это было прямо ужас. Вот вся судьба с этой вентиляцией. И не слышал о том кто-нибудь другой, когда-нибудь еще попробовали эту систему включать или нет. Но мы опыт такой, эксперимент такой делали. Да уж. Рижский вагоностроительный завод постоянно совершенствовал конструкцию дизельных поездов типа DR1А. В январе 1985 года с поезда номер 232 в конструкцию дизель-поездов были внесены изменения в тормозной системе, благодаря которым тормозной путь при торможении со скоростью 120 км в час уменьшился с 1000 до 850 метров. На поезда с номера 193 поменяли контроллер машиниста и сделаны некоторые изменения в схемах электрических цепей. Конструкторы завода признали, что конструкционной проблемой у DR1 была повышенная вибрация при скорости более 80 км в час. Ее можно было снизить при помощи воздушных подушек, но не так и сложно, как они сказали. Но это создало бы много хлопот для депо в эксплуатации из-за частого обслуживания, замен и прочее. По нормам того времени подушки нужно было менять каждые 5 лет, что стало одной из главных причин, почему их не стали устанавливать на поезда DR1. Также было много изменений на отдельных поездах. Например, на первом поезде DR1А под номером 405 усовершенствовали тормозную систему, а точнее добавили противоюзное устройство, которое выпускало немного воздуха из тормозного цилиндра, если колесная пара блокировалась. На другие поезда такое устройство не ставили, но на поезде 405 оно осталось и по сей день. Одним поездом с изменениями был DR1А-144, у которого электрическая схема была сделана в 2 режимах: в бесконтактном исполнении на полупроводниках и как на простом DR1А. Но схема на полупроводниках проработала одну поездку на обкатке в Салкрасти, где произошло короткое замыкание. И от этой схемы отказались, хотя частично она работала. Еще отличительная особенность 144-го – это скругленные торцы вагонов и переходные площадки баллонного типа, как на пассажирских вагонах, то есть применялись переходные суфле. Автосцепки были в разжатом состоянии, то есть поезд был все время растянут. Поезд работал в Латвии до 1997 или 1998 года. 144 третий списали, а 144 первый продали на Калининградскую железную дорогу с перебивкой номера на 304 третий. Вторым поездом, отличным от других, был DR1А 168, построенный в 1979 году. У него был прожектор, расположенный под лобовыми стеклами, и кабина машиниста спрямленной формы. По словам одного заводского ветерана, дизайн кабины выдумали в Уральском техническом институте, и суть была в том,
чтобы унифицировать кабину с электропоездами, например, по лобовым и боковым окнам. Но после квадратного 168-го сделали снова круглую кабину на 169-м поезде, потому что новая кабина должна была пройти испытания. Помимо новой кабины на поезд 168 установили другой компрессор и сделали ряд других конструктивных изменений. Расположение приборов в кабине было немного другое, калорифер переместили под пол и так далее, в результате чего кабина плохо отапливалась. Были замечания от локомотивных бригад. Поезд же работал в депо Засулакс долго. Моторный вагон номер 168 первый поставили под забор в марте 2003, а 168 третий в декабре 2004 года, а прицепные вагоны ходили с разными составами до января 2006 года. В декабре 1987 года завод выпустил поезд под номером 267, у которого фрикционные амортизаторы были другой конструкции. Это было сделано для уменьшения шума от автосцепки при езде на менее качественных путях. Помимо этого, переходную шахту сделали такую же, как на 144-м поезде. В результате удары автоцепок практически исчезли и динамика поезда улучшилась. Также у поезда было устройство автопилота, система, которой можно было задать нужную скорость. При снижении скорости поезд сам ускорялся, но при превышении не тормозил. Но эту систему автопилота, а также шахту маятникового типа больше не производили. Но скоро развалился Советский Союз и наступили без того трудные времена. Тем более, по словам конструкторов, разные шахты перехода на разных поездах составили бы проблемы в депо при эксплуатации. Легче и проще в эксплуатации и обслуживании, когда все поезда конструктивно одинаковые. Завод делал не только маленькие улучшения, также разрабатывали более кардинальные обновления. Например, в 1987 году был готов технический проект нового дизель-поезда ТР-5. Проект ТР-5 больше всего отличался от ТР-1А в компоновке машинного отделения. Большим недостатком дизельных поездов был большой шум в кабине, так как машинное отделение находилось сразу за стенкой кабины. Несмотря на попытки завода снизить шум с помощью дополнительной изоляции и уплотнителей дверей, уровень шума все же оставался высоким. На ТР-5 решили применить служебный тамбур между машинным отделением и кабиной, как на электропоездах. Машинное отделение при этом не удлинили. Гидропередачу переставили на другую сторону от дизеля под стартер-генератор. Компрессор поменяли на более производительный и установили его через гидромуфту на вывод коленвала дизеля, на то место, где раньше была ГДП. С помощью муфты компрессор работал только тогда, когда было нужно, а не постоянно, как на ТР-1. Улучшили и расположение карданов гидропередачи, и они стали более доступные для ремонта и обслуживания. На поезд было запланировано установить новый дизель Свердловского турбомоторного завода и модернизированную гидропередачу ГДП-1000М. Но и этот поезд остался только проектом. В 1990 году завод изготовил дизель-поезд ТР-6 для железной дороги Кубы. Первоначально кубинцы хотели заказать 16 поездов, но так как они планировали платить за поезда не валютой, а сахаром и бананами, на его проектирование ресурсы не тратили и построили только один поезд. Кубинский ТР-6 был в тропическом исполнении. От серийных дизель-поездов типа ТР-1А он отличался специальным кадмиевым покрытием практически всех металлических частей поезда и его оборудований, защищающим от повышенной влажности и термитов, а также пониженным для кубинской железной дороги уровнем автоцепок. К тому же рассчитан на колею 1435 мм. Из-за этого пришлось с ведущих осей убрать второй тормозной диск, потому что он туда уже не помещался. Кабина у ТР-6 была квадратная, как у 168-го поезда, только прожектор был возвращен на прежнее место над лобовыми стеклами, и на привычные места вернулись красные буферные фонари. Такую же кабину планировали ставить и на проектный ТР-5.
ТР-6 отправили на Кубу из Ленинграда, так как в Риге не было возможности погрузить поезд на корабль, и для транспортировки в Ленинград использовали тележки поезда ТР-1-021. Следы поезда затерялись где-то в локомотивном депо Луяно в Гаване. Дальнейшая судьба поезда доподлинно неизвестна. Известно лишь то, что моторный вагон номер 1, то есть 2501, был разбит при аварии на переезде. По непроверенным пока данным, РВЗ отказался восстанавливать состав, а разбитый вагон был в итоге заменен тепловозом. По состоянию на 2017 год известно только об одном прицепном промежуточном вагоне поезда ТР-6 под номером 5002, которым перевозят рабочих в составе ремонтного поезда, который базируется на станции Сан-Луис. Помимо Кубы, насчет поездов в тропическом исполнении интересовалась и Индия, но дальше запроса информации дело не пошло. Параллельно с проектом ТР-5 и ТР-6 строили дальше поезда ТР-1А. До ноября 1990 года производили один поезд в месяц, но с 1991 года стали производить через месяц по 7 поездов в год. В начале 90-х МПС дало задание Рижскому заводу по оптимизации. Моторный вагон и так сильно нагружен, а прицепной легкий, на нем нет практически никакого оборудования. В итоге в 1994 году получилась модель двухэтажного кузова для прицепного вагона поезда ТР-1А. Физически его не построили, но имелось все необходимое для его создания. Для округлых деталей кабины ТР-1 станков типа кузнечного пресса не было. Их производили вручную. Это был довольно трудный и объемный процесс. Тяжело физически, шумно, руки у рабочих уставали не на шутку. И они стали требовать повышения зарплаты. Но после развала Советского Союза у РВЗ денег было мало, и эту ситуацию решили просто. Прекратили выпуск округлых кабин, и с номера 318 в 1993 году поезда выходили с завода с такими же квадратными кабинами, как и ТР-6. Лобовые и боковые стекла квадратных кабин были такими же, как на поездах ЭР-2. Производство ТР-1А не мешало заводу разрабатывать дальнейшее технически современное на тот момент времени продолжение серии. В середине 90-х создали проект дизель-поезда ТР-7, на который был задумана установка дизеля Caterpillar, воздушная подвеска, кабина машиниста из стеклопластика, улучшенные материалы теплоизоляции, вентиляторы охлаждения из легкого композитного материала, изменение компоновки машинного отделения и прочее. Но как и ТР-3, ТР-4, ТР-5, также и ТР-7 остались только на бумаге. В 1996 году родился технический проект на поезд ТР-8, который был практически обычным ТР-1А, но с дизелем М787 и с гидропередачей ГДП-1000М. Первым таким поездом должен был стать ТР-1А 333, то есть этот поезд и следующие должны были получить индекс ТР-8, но в последний момент индекс решили не менять, так как пришлось бы проходить сертификацию в России, а это дорого. У завода просто не было на это денег, и поезд получил бы обозначение ТР-1АМ. Последний состав ТР-1А 332 построили в 1998 году, и он был в 7-вагонной составности. Поезд работал на Николаевском глиноземном заводе и прошел всего 80 тысяч километров. Документы поезда утеряны, и поезд был в продаже в 2005 году по очень низкой цене. Было начато строительство и 333-го поезда, но он не был готов. Кузова всех вагонов долгое время находились на заводе. Впоследствии 4 вагона были переоборудованы для поездов ТРБ-1,
Один моторный вагон в белорусский DR1B, а второй был порезан на металл. По словам конструктора, были планы и на 334-й поезд, но до этого не дошли. В 1995 году произвели всего 4 поезда, в 1996 году только 3. В 1997 году не произвели ни одного поезда, и последний DR1A 332 выкатился с завода в 1998 году. Выпуск поездов DR1, DR1P и DR1A доходил максимально до 15 поездов в год, но в среднем все же выпускали 12 поездов в год, по поезду в месяц. У поездов DR1 за историю производства было 4 варианта заводской окраски с некоторыми изменениями. Первые 8 кругомордых поезда имели темно-вишневую окраску, которая немного изменилась с номера 03. Также появились козырьки на хвостовых сигналах. Поезда с номера 09 имели красно-кремовую окраску, кремовый верх, красный низ и серая крыша. Потом добавили на лобовой части большой красно-неоновый треугольник. В 1970 году с поезда номер 055 изменилось лишь то, что вместо треугольника появились 3 красно-неоновых полосы. В 1982 году с поезда номер 200 изменили схему окраски. Поезда стали сине-серые, и сбоку над окнами была белая полоса. Приблизительно такой и осталась окраска до конца производства, с небольшими исключениями. Эстонские поезда 224 по 226 и 228 по 230 окрасили в 1984 году по той схеме, что была до 200-го поезда. Это было по заказу отделения Эстонской железной дороги. Поезд номер 232 был с некоторыми техническими изменениями, и в его окраске синий был заменен на красный. С 1992 по 1993 года поезда 307 по 317 получили такую же окраску, как и прежние, только вместо серо-синего были серо-зеленые. По некоторым данным, они позеленели не от весны, а от дефицита краски после развала Советского Союза, и Рижский завод раздобыл, говорили, что у военных, цистерну зеленой краски, и ее решили использовать. С номера 318 поезда были вновь сине-серые. В начале 1997 года по заказу Латвийской и Литовской железной дороги на РВЗ построили 2 автоматрисы типа АР-2 с подвагонным расположением силовой установки. На них были установлены дизельные двигатели фирмы Cummins мощностью 310 лошадиных сил и гидропередачи Voith. У мотрисы в середине тамбур и туалет, и салоны для пассажиров с обоих сторон, потом служебный тамбур и кабина. Освещаются пассажирские салоны люминесцентными лампами. Конструкционная скорость была 120 км в час и количество мест для сидения 76. На осень 2017 года АР-201 работает в Латвии и перевозит станционных дежурных и путейцев на линии Jelgava-Krustpils, а литовская АР-2 не работает уже с 2013 года и ждет списания. Будьте осторожны, двери зачиняются. Наступний припиночний пункт Саверин. В 1997 году Белорусской железной дорогой было решено использовать прицепные вагоны расформированных дизель-поездов DR1, моторные вагоны которых были списаны для формирования дизель-поездов с локомотивной тягой. В качестве тяговых использовали тепловозы 2М62 и 2М62У, которые прошли модернизацию для возможности управления дверями и электроаппаратурой в вагонах. Эти дизель-поезда получили обозначение ДРБ-1, то есть дизель-поезд Рижский Белорусской железной дороги первый тип, а также ДРБ-1М.
Первоначально дизель-поезда формировались из промежуточных прицепных вагонов DR1 и двух секций тепловоза 2М62 или 2М62У. Однако мощности двухсекционного тепловоза было слишком много, и в дальнейшем вместо одной из секций тепловоза стали использовать головные прицепные вагоны с кабиной управления, переделанные из старых списанных моторных вагонов DR1, где вместо машинного отделения был второй салон для пассажиров. Некоторые новые поезда с локомотивной тягой получили обозначение DR1PT. При этом основную часть вагонов в них составляют вагоны из поездов DR1 с соответствующими номерами. Всего было сформировано 24 поезда, 12 поездов серии DRB-1, 7 DRB-1М и 5 DR1PT. Поезда поступили в эксплуатацию в депо Могилев и Орша. В дальнейшем производство дизель-поездов серии DR1 было продолжено только в 2005 году. Модификация выпускалась под заказом Белорусской железной дороги под обозначением DR1B, то есть белорусский. Изначально Рижский завод предложил Беларуси поезда DR7, но это принудило бы Белоруссию сертифицировать новую серию, что заняло бы время и деньги. Поэтому это предложение отклонили, и РВЗ построили для Беларуси DR1B, так как это как бы не новая серия, а модернизация уже имеющейся серии. Нумерация этих поездов не продолжилась с прошлых номеров, а началась сразу с 500. Поезда с номерами 500 по 514 построили с 2005 по 2008 год. Из них 3 поезда с номерами 500, 501 и 506 были построены в 6-вагонной составности, как и DR1А. Остальные же в 3-вагонной с прицепным головным вагоном. Кабина поездов DR1B 500 серии отличалась обновленным дизайном и широким применением пластика и композитных материалов. Вагоны этих поездов выпускались в межобластном варианте и имели разные классы. Моторные вагоны были 3-й класс, в прицепных был 2-й, либо 1-й с буфетом. В машинном отделении все было практически так же, как на поездах DR1А. В 2011-2012 годах был построен еще один состав DR1B 515 с дополнительными головными вагонами. Заказ выполнен в служебной комплектации для руководства Октябрьской железной дороги. В результате были сформированы 2 самостоятельных состава. При этом номер одного из них был изменен добавлением цифры 1 в его начало. Поезд с номером 515 стал 2-вагонным, с номером 1515 – 3-вагонным. Эти поезда имеют ряд конструктивных отличий от поездов для Белорусской железной дороги. В головных вагонах отсутствуют передние пассажирские тамбуры, двери в тамбурах, одностворчатые прислонно-сдвижные, а также прочие небольшие изменения. Всего в период с 2005 до 2012 год было построено 17 поездов DR1B. Обычно дизель-поезда серии DR1 состояли из 2 моторных вагонов и 4 прицепных вагонов. Количество прицепных вагонов могло быть меньше, а иногда и больше 4. Например, последний состав DR1А 332 был построен в 7-вагонном исполнении, а в Казахстане в Прикаспийском горно-металлургическом комбинате были в эксплуатации 2 10-вагонных состава. Приезжали представители завода, сопровождали поезда по маршрутам и дали добро на такое исполнение. Просто стандартных 6-вагонок не хватало. Также было возможно работать по системе многих единиц с 2 составами из одной кабины. Первый дизель-поезд DR1А в Эстонии был 224-й, и первую поездку он сделал 16 июня 1984 года. Машинистом был Toivo Annus. В общем, в Эстонию пришло 18 6-вагонных DR1А, которые постепенно заменили венгерские D1. Мы спросили у машинистов-ветеранов депо Tallinna-Väike, у Toivo Annusa и у Peeter Lehtme,
Какие у них воспоминания с поездом Д1А в сравнении с венгерским Д1? see Ungari oma oli nats parem kui Riia oma, sest seal ei olnud probleeme meil, niisuguseid pidurid, siis olid see müra, seal ei olnud, aga mis Ungari omades oli, ajas vahest sisse vingu kabiini. See oli ainuke nende viga. No ja talvel sõites käigutorud külmusid, nendega pidime soojendama. Aga Riia omadega nägime rohkem vaeva, ma ütlen nii. Ma ei tea, Toisil oli võib-olla teissugune mõte. Ungarlastel oli see, jah, kompressori tühikäiguklapid, et külmusid ära. Ja siis oli nii, et ma ei tea, ükskord kellelgi lõi selle vedruga katki, et igavene tegema neil, et kui sai õhu üles. Aga nendel on need õhukuivad adsorberid peal. Seda küll. Õhk on nii, et tolmeb. Kompressorid nendel Riia omadel on viletsad. Suur poiss, see diiselruumis peksab ja igavene müra. Tal on rohkem kolinat, kui teeb diisel ise. Ja tal läksid need klapiplaadid või? Jah, need läksid kogu aeg. Need läksid puruks. Kogu aeg vaheta neid ja ta pool kirvevärk oli küll. Jah. А интересно, у поездов Д1А часто были поломки? Läks küll. Seal sama Pärnust välja Mõisaküla poole sõites, seal on see peale silda tuleb vasak kurv. Ja seal on juba kiirus, paras kiirus on juba sees ja lendas see kuradi parempoolne esiklaas. Lendas eest ära. Miks ta ära tuli? No siin ei, ma ei tea, siin ei ole näha mingisuguste klambritega või mismoodi see seal kinni oli ja aga miks ta ära tuli? Ei ta värised, ei ta kolisend, ei andnud millegagi märku, et ta hakkab ära minema. Aga vjuht oli läinud ja pärast Tisler küsis mul, aga kui tagasi juba depoos, et kus see klaas on siis? Mõtlen, kus see klaas on? See all kraavis seal puruks, kurat. Küsid enam. В депо Засулаукс латвийского отделения Прибалтийской железной дороги отправили первые 23 поезда ТР-1. Всего в депо Засулаукс работало в общем 66 разных ТР-1, ТР-1П и ТР-1А. Мы спросили у латвийского машиниста Эдгара Туминч-Лукса о его воспоминаниях с поездами ТР-1А. Ну, были воспоминания всякие интересные. Но вот один из первых, таких тогда еще помощником работал, это был 2001 год. Тут я не помню, это 1 октября или 1 ноября было. По-моему, 1 ноября. Ехали мы с машинистом ускоренным поездом Рига-Даугавпилс-Динабург. Тогда он так назывался. И это самая 254-я машина была, 3-я голова. Ну, тогда мы ехали головным вагоном, ну, так сказать, прицепной вагон с кабиной управления. Меня машинист посадил за пульт управления, вот ехали. И тогда, помню, в тот день был очень такой штормовой ветер. Там велись какие-то работы на перегоне, тогда еще однопутный перегон был, Алатона-Кокнеса. И, помню, еду так, я смотрю, деревья так, ну, сильно колышутся очень так. И проходной светофор встречного направления так покосился прямо и четко на нашу кабину встал. Но это было, наверное, за метров, может,
400 где-то, наверное. Так вот, примерно. Скорость тоже большая была, где-то около 110, наверное, была такая. Потому что там тогда надо было хорошо ехать, график там жесткий был очень. Вот, и, конечно, и погода такая тоже не особо там, такой же, как снег такой непонятный, дождь такой, такая изморозь. Ну, конечно, сразу экстренная там, можно сказать, на пол с машинистом легли, но удар был такой хороший, вагон аж подпрыгнул, такое ощущение было. Какие-то куски бетона в кабину залетели, и женщина ехала, немножко пострадала в первом вагоне. Ну, там, в общем, так вагон хорошо пострадал, но его все-таки сделали. Ну, вот до сих пор ходит. Вот. Это, пожалуй, вот такие вот были воспоминания. Первые поезда Д-1А появились в Литве в 1988 году в депо Вильнюс-Дизельное. Первый поезд был под номером 275. В общем, в Литву поступили 10 поездов Т-1А и 2 дополнительных моторных вагона 450 и 451, которые построили в Рижском заводе в 1994 году и которые используют взамен отставленных колов. В России поезда Д-1А работали на Калининградской дороге, куда с завода поступило 4 поезда, в депо Калининград соответственно. На юго-восточной дороге в депо Белгород работало 6 поездов Т-1П и 5 поездов было на Куйбышевской дороге в депо Стерлитамак, в том числе последний поезд с округлой кабиной Т-1А 317. В Украине на Львовской железной дороге в депо Тернополь из Долбунов работало 30 поездов Т-1А, в том числе последний поезд для общественного пользования Т-1А 331. На юго-западную дорогу поступило в общем 54 дизель-поезда, в том числе Т-1 и Т-1П, и работали они в депо Коростень и Чернигов. На южной железной дороге в депо Полтава и Гребенка было 36 поездов, также и Д-1 и Д-1П, и 2 поезда достались Донецкой железной дороге, и работали они в депо Сватово и Иловайск. Больше всего поездов Т-1 разных модификаций поступило на белорусскую железную дорогу в депо Брест, Гомель, Барановичи и Орша, всего около 100 единиц. Также 15 поездов Д-1Б в 2000-х годах. На казахстанской железной дороге работало 5 поездов Т-1А в депо Экипастуз. Один поезд номер 183 продали в 1999 году из Эстонии в Грузию. Поездам Т-1А удалось поработать и на разных промышленных дорогах, на карьерах и заводах. Например, в Казахстане на горно-обкатительном заводе в городе Актау было 9 поездов Т-1А, и 2 состава было на угольном разрезе в Междуреченске в России. Многолетняя эксплуатация выявила недостатки силовой установки, то есть дизеля М756 и гидропередачи ГТП-1000. Для увеличения надежности многие железные дороги стали модернизировать свои дизель-поезда. В Эстонии поезда Д-1А реновировали на Балтийском судоремонтном заводе с 1994 по 1996 год. Всего реновировали 20 головных вагонов, на которых заменили дизель, гидропередачу и оборудование для управления. Эти вагоны получили индекс Д-1Б. Кроме этого, в целях экономии средств перестроили 10 прицепных вагонов в безмоторные головные вагоны, что позволило составлять трехвагонные поезда с одним моторным вагоном. В модернизированные моторные вагоны установлен 4-тактный 8-цилиндровый турбированный дизель МТУ немецкого производства. Мощность двигателя составляет 745 кВт, расход масла в 10 раз меньше и моточасов 72 тысячи, что в 3 раза больше, чем у М756Б. Трехступенчатая гидропередача тоже была немецкого производства. Остальное оборудование модернизированного моторного вагона Д-1Б не отличается от оборудования оригинального вагона.
Эстонские бесмоторные вагоны управления отличались от вагонов управления DR1P тем, что за кабиной не было служебного тамбура и маленький салон был короче. Мы спросили у машиниста депо Tallinna-Väike Marta Klaasena, как бы он написал модернизированные поезда DR1B. no võtame ikka selle, et kui käigukast ja mootor on teised, nagu need Saksa omad, ikka on parem küll. Et noh, esiteks juba see, et võrreldes DR1-ga, et ta ei ole kuivakaarteriga, et paneme kohe nupust põmm ja ei mingeid kraanide ümber lülitimise, õli üles pumpamise, mitte midagi ei ole. Et nupust ja käima ja käigukast ka, et 3 kiirusega ikkagi. Ja noh, peab tunnistama, tehnika on täiesti normaalne. Следующими модернизировали поезда DR1A в Литве в 1997 году. На всех модернизированных поездах использовали тот же дизель, что и в Эстонии, но использовали 2 разных гидропередачи. Поезда с передачей Gansmavag получили обозначение DR1AM, а с передачей Voith обозначение DR1AMV. На поезде DR1A300, который в 2008 году прошел капитально-восстановительный ремонт в Таллине, провели в 2016 году модернизацию, использовав оборудование 2 эстонских DR1B и 2 моторных вагона от поезда 276 переделали в вагоны управления, сделав из машинного отделения помещение для велосипедов. Кроме Эстонии и Литвы, часть своих поездов модернизировали и в Латвии, перестроив часть прицепных также в вагоны управления. Отличием была другая, 2-ступенчатая гидропередача производства Voith. Управление было с использованием электроники, также вагоны управления имели небольшие отличия. Модернизированные составы получили обозначение DR1AM. Модернизировали не только для нужд самой Латвии, но и для других стран. Например, DR1AM 183 после модернизации поступил в ТЧ-7 Тбилиси пассажирский. Мы спросили у латвийского машиниста Edgar Tominš-Luksa, как бы он описал модернизированные поезда DR1A. Ну, это, пожалуй, по мне, конечно, я думаю, тоже многие машинисты согласятся, именно наши рижские. Самая, пожалуй, удачная модернизация вот из тех, то, что вот, ну, было и литовские модернизировали, эстонские как-то, но вот как-то наши, ну то ли они ближе, то ли еще как-то, но они удачно действительно, вот, что дизелем ТУ подобран был, гидропередача. Вот, поначалу, когда они пришли к нам в 97 году, вообще, говорю, ну, ехали они отменно, график держали, там хорошо очень тянули. В принципе, расход там масла, да никакой там не был, там расход там хорошо, если добавишь там раз в месяц там немножко, или может, ну, раз в 3 недели там 5 литров поначалу, даже так. Гидропередач так вообще там месяцами не заливали, там она вообще никакого расхода даже не было. Там раз в полгода, может, подольешь чуть-чуть там, или даже и того реже. Так что, в принципе, как бы само сердце, так сказать, машины поменяли. Гидропередачу тоже, ну, салон, в принципе, так немножко там улучшили, ну, такие несущественные там улучшения были, как бы, ну, зато, скажем, не очень дорого в целом, как бы, ну и зато продлили поезду жизнь. Вот. Разделили, конечно, 3-вагонки, что у нас оперативно использовались сцепы, ездили 3 вагона, там 3+3, 9 вагонов 3+3+3. Так что, в принципе, как бы самая, пожалуй, мне кажется, удачная модернизация вообще, вот, на мой взгляд. Ну и сейчас, в принципе, конечно, уже время прошло, уже как-то уже не так они и тянут, скажем так. Ну, уже и повышенный расход, как-то и дымность. Ну, в целом все равно. Сейчас уже на дворе 17-й год, в 97-м году модернизировали, вот первые 267-е вышли машины, уже как 20 лет, ну, все равно вот работают. Так что, в принципе, мне нравится. В 2004 году в депо Львов было решено провести уникальную модернизацию 2 моторных вагонов дизель-поезда DR1A285, сформировав из них 2-вагонный служебный дизель-поезд для начальства Львовской железной дороги.
Моторные вагоны подверглись капитальной модернизации, в ходе которой один из них был переоборудован в бесмоторный головной. В ходе модернизации у вагонов производилась установка новых обтекаемых кабин машиниста, замена окон, дверей и расположения тамбуров, установка новых межвагонных переходов, переоснащение интерьера кабины и пассажирского салона и ряд других модернизаций. Вместо двухстворчатых раздвижных автоматических дверей установлены одностворчатые ручные. Крыша вагонов над бывшим пассажирским салоном поднята до уровня крыши над машинным отделением. Между вагонами установлен герметичный переход типа гармошка. Модернизированный двухвагонный поезд стал использоваться для инспекционных поездок руководства Львовской железной дороги и по состоянию на 2016 год продолжает эксплуатироваться. Кроме этого чудо-поезда, модернизировали в Украине еще несколько поездов, используя дизель МТУ и передачу Ганс-Мавак. Часть дизель-поездов серии DR1 белорусской приписки прошла доработку в депо Лида, также с разделением составов. Модернизации подвергались составы DR1 и DR1А. Сначала обозначение типа поезда изменили на DRL-1, то есть дизель-поезд рижский, доработанный в Лиде, первый тип, но оно не прожилось. Модернизированные составы, получившие в итоге обозначение МДП, то есть малый дизель-поезд. Известно о формировании 10 поездов МДП, номера от 001 до 010. Дизайн кабины моторных вагонов не менялся. Прицепные головные вагоны поездов МДП, кроме МДП 010, имеют такие же кабины, так как перестроены из моторных вагонов. МДП поступили для работы в депо Лида и Брест. В 2005 году РВЗ выпустил рекламный буклет поезда DR3 с техническими данными и общей информацией, с дизелем МТУ и передачей Войтх. Но этот поезд остался только на бумаге. В октябре 2015 года в Латвии на заводе РВЗ продолжилась модернизация уже доработанных ранее трехвагонных секций составов DR1А. Кабины моторных и прицепных вагонов получили дизайн в стиле поездов DR1Б 500-х номеров, а сами составы получили обозначение DR1АЦ без изменения номера. В салоне были установлены мягкие кресла повышенной комфортности. Салон оснащен новой системой кондиционирования и пожарной сигнализацией. Применены современные вакуумные биотуалеты, которые появились в промежуточных вагонах. Также были установлены новые стеклянные автоматические двери на входе в пассажирский салон и двустворчатые прислонно-раздвижные двери на входе в вагон. Изначально хотели использовать дизеля Caterpillar, от этого и обозначение АЦ. Дизеля были уже куплены, но при установке первого дизеля случайно обнаружили, что дизель не влезает в проем в крыше машинного отделения. После многих скандалов и споров установили дизель МТУ, но документация была уже сделана с расчетом на Caterpillar, потому и остался индекс АЦ. В качестве силовой установки использовали гидропередачу Войтх. Также применен новый винтовой компрессор. Вместо стартер-генератора с приводом от главного дизеля установили отдельный дизель-генератор, а дизель запускается штатным стартером, как когда-то были первые дизеля М756 на поезда DR1. В общем, дизель-поезд DR1АЦ похож на разработанный в 2005 году новый DR3. 30 сентября 2016 года в латвийской прессе появилась статья с заголовком «6 модернизированных поездов за 4 месяца ремонтировали 57 раз», что говорит многое об их надежности и качестве. Мы спросили у латвийского машиниста Эдгара Томича-Лукса, как бы он описал модернизированные поезда DR1АЦ.
Ну, на DR11, да, конечно, там комфорт уже такой на уровне. Там много чего, скажем так, подумали про локомотивную бригаду, поставили кондиционер в кабине, есть маленький холодильник, что, в принципе, как бы тоже в летнее время это, ну, так сказать, необходимо. Потому что в дальние поездки, если едешь, и бывают такие обороты, что ты приезжаешь, сразу меняешь кабину, уезжаешь обратно, и поесть как бы тоже не хочется одни бутерброды есть. А можно что-то такое уже взять и получше, что, скажем так, посущественнее. Потом, в принципе, сам пульт такой довольно эргономичный, я бы сказал бы. Вот, сиденье удобное, пневмоподвеска, как бы, обогрев окон, зеркал, лобовых окон, как бы. Ну, вот это все очень удобно. Потом контроль, в принципе, над органами управления можно все посмотреть. Двери там, все, камеры видеонаблюдения. В целом, конечно, как-то удобней, если так уже. Есть, конечно, тоже и минусы какие-то, но не все так не продумаешь до конца. Как бывало, поезда DR1 попадали в аварии, горели, и иногда узлы самолета давали о себе знать. Поезд вылетал с дороги на поле. Как, например, в 1976 году, когда на переезде со скоростью 54 км в час поезд DR1-014 столкнулся с грузовиком ЗИЛ, в результате чего моторный вагон вылетел на поле. И в 2006 году в Эстонии, когда на переезде поезд столкнулся с панелевозом на скорости 90 км в час, головной вагон и один прицепной вагон вылетели с дороги на поле. В обоих случаях из пассажиров никто не пострадал, DR1-014 восстановили, но эстонские вагоны восстанавливать не стали и списали на металлолом. В марте 1971 года на станции Вангажи дизель-поезд DR1-050 был по ошибке диспетчера принят на занятый грузовым поездом путь и врезался в его хвост при скорости 26 км в час. Вагон разбился до степени списания, и 32 пассажира пострадали. В 1972 году на станции Кангари по линии Рига-Эргли произошло крушение поезда DR1P-072. На этом участке на станциях были ручные стрелки, которые должны были переводить локомотивная бригада. Во время стоянки на станции Кангари помощник машиниста заранее подготовил маршрут, не зная, что со стороны Эргли следовал грузовой поезд под паровозом. Когда машинист паровоза заметил неправильность маршрута, было уже поздно и произошло столкновение. Моторный вагон 072-3 пострадал сильно, но так как поезду было меньше года, его решили восстановить. Из-за сильных повреждений завод изготовил новый каркас моторного вагона, на который установили уцелевшие части вагона. Поэтому на вагоне 072-3 не было эмблемы РВЗ в виде большого герба и также не было крышек жоксовых лючков. На 2018 год в России и в Эстонии движение поездов DR1А прекратилось. В России в ходу лишь служебный DR1Б 515 и 1515, и в Эстонии два моторных вагона используют для перевозки вагона путеизмерителя, также частные заказные поездки. Были заказы с поездом-дискотекой и даже 8-вагонный спецрейс. В феврале 2017 года был курьезный случай, когда после поломки тепловоза ТЭП-70 в Нарве с поездом Москва-Таллин в роли вспомогательного локомотива использовали дизель-поезд DR1Б из двух моторных вагонов. По словам машиниста дизель-поезда Марта Классена, поезд вел себя нормально. Спокойно привез 6 вагонов с тепловозом. Вот так сказать, список стран с поездами DR1 добавился и Азербайджан, куда продали белорусский DR1P-403 из депо Орша. В
В Азербайджане поезд используют как поезд начальника дороги. И в 2016 году в Таджикистан продали один состав из Эстонии. В регулярной поездной работе ДР-1А и его модификации используются еще в Латвии, в Литве, в Украине, в Казахстане и в Беларуси. В Беларуси, причем поездов ДР-1А, больше всего, около 70 составов. 6 моторных вагонов сохранены в музеях. 0,32 в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге, 0,45 в Железнодорожном музее Бреста, 0,53 в Железнодорожном музее Барановичи, 129 в Харькове, 310 в Самаре и 322 в Железнодорожном музее Калининграда. Если не считать ДР-1А 333, то всего было выпущено 211 составов ДР-1А. Если еще считать все остальные поезда серии ДР-1, то есть ДР-1, ДР-1П, ДР-1Б и кубинский ДР-6, строили всего 362 состава. К 2017 году из всех поездов остались в эксплуатации только поезда ДР-1А и ДР-1Б. Всего работают примерно 150 составов, и в том числе и оба первые опытные поезда ДР-1А с номерами 405. Дизель-поезда ДР-1А были, как они были. Собраны из разных деталей, взяты с автотранспорта, танка, самолета и экскаватора. Были, конечно, недостатки. Конструктор Рижского завода привел в 2017 году 17 недостатков, которые так и не смогли решить за время производства. В их числе были, например, уровень шума в кабине, отсутствие кондиционера в кабине машиниста, и из-за отсутствия герметичных стеклопакетов кузов часто начинал ржаветь возле окон. Последнее вызывало более частые ремонты. Так как целью была большая вместимость пассажиров, то расположение сидений в салоне было не самым лучшим. Конструктору очень жаль, например, что из-за редукторов не удалось реализовать максимальную конструктивную скорость поезда в 140 км в час. Но может у машинистов есть что добавить о дизель-поезде ДР-1. Нужно сказать, что это была очень неудачная конструкция, неудачный вариант дизель-поездов. Тут трудно, я не знаю, обвинять кого, может быть, государственный строй в то время, который не позволило конструкторам работать, как им хотелось бы этот поезд создавать. Трудно сказать, но о человеке думано совершенно не было. И окружающей среды, когда остатки масла, выработанные там в коллекторах, должны были прямо выведена труба на землю под кузовом вагона, когда масло отработанное и остатки топлива прямо текли на землю. Это просто вот сегодня думаешь, это не укладывается в голову, как такое можно было придумать, и именно что в серийном выпуске такие. Вот я уже как повторяю себя, построили один раз такое, быстро раз собирали какие-то, оттуда возьмем тот, с другой машины какой-то тот узел, сделаем, надо было поехать куда-то, отвезти какой-то там 600 человек, все. А это выпускалось годами, ежемесячно по одному составу. Это просто не укладывается в голову, как это могло так быть. Хотелось бы, чтобы еще походили дизель-поезда именно вот ДР-1А. Не знаю, насколько это долго будет, время покажет. Вот. Ну, может, когда-то, как сейчас многие энтузиасты приходят там прокатиться на паровозе, на высококолейном паровозе куда-то там. Может, когда-то, когда уже здесь будет, там уже, не знаю, ходить совсем уже такие, так сказать, крутые навороченные поезда. Когда-то и на линию поставят ДР-1А, может, там закажут, вот, куда-нибудь поездку съездить. Также, может, тоже будет интересно по-своему, как паровоз такой же. Ну, так, наверное. Так я охарактеризую все это. No paremat polnud enam kuskilt võtta. Sellega tuli leppida ja siis tuli seda heaks pidada. Nendel olid ka väiksed vahed
mõni oli natuke särtsakam, mõni oli üldse parem nagu tundus. See on nagu kõigi masinaga ühte nägu, nad on näo poolest ühesugused, aga iseloom on natuke teine. Ei, ma ei oska midagi öelda. Hea masin on tegelikult, et ütleks seda, et sülitada ei tohi sinna poole. Need masinad on meile tööd andnud päris pikalt ja päris palju oleme reisijaid nendega vedanud. Et olgu see kvaliteet, mismoodi on, kui oled ise hoolas, siis saab nendega sõita küll.